Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике я буду штукатурить потолок. Слой штукатурки будет довольно-таки приличный, до 3 см. Способ, который я буду использовать, не совсем обычный, я бы даже сказал экспериментальный, но я на 100% уверен, что он надежный. Потолок штукатурю для себя, и не в моих интересах, чтобы на голову упала штукатурка. Думаю, что сейчас кто-то в комментариях напишет, зачем вообще штукатурить потолок, если можно сделать из гипсокартона или натяжной. Во-первых, потолок из штукатурки не съедает высоту. А для Беларуси это очень актуально, так как часто встречаются монолитные дома с высотой потолка 2,55. Если опустить потолок как минимум на 7 см, сделать стяжку, напольное покрытие, то получается в итоге 2,45 или даже меньше. Во-вторых, поштукатуренный потолок гораздо ровнее, чем потолок из гипсокартона и тем более натяжной. По стоимости получается дешевле, чем потолок из гипсокартона. Ну и бывают просто такие случаи, когда нужно выполнить эту работу. У меня монолитно-каркасный дом и перекрытие залито из бетона. Соответственно, ни о какой ровности речи идти и не может. Если в панельных домах плиты можно сразу зашпатлевать, то здесь в любом случае основание нужно предварительно выровнять. Перепады по потолку от 0 до 2 см. С учетом электропроводки под цвет, в некоторых местах слой будет до 3 см. В чем заключается сложность штукатурки потолка? Для начала нужно посмотреть, что говорят нормативные документы. Нормативные документы, как и большинство производителей штукатурок, рекомендуют штукатурить потолок слоем не более 15 мм. То есть тут все просто. Шлифуется основание, наносится слой 15 мм, в общем-то никаких проблем нету. Некоторые производители рекомендуют использовать бетоноконтакт, другие производители не рекомендуют. А что делать, если нужно нанести слой штукатурки гораздо больше, допустим 3 см? В таких случаях нормативные документы говорят о том, что нужно пристреливать или прикручивать оцинкованную металлическую сетку и уже после этого наносить слой штукатурки. Конечно же, прикручивать сетку я не хочу, у меня нет ни малейшего желания, потому что это слишком трудоемкий процесс. Поэтому я придумал более простой способ. Поехали! Еще на стадии демонтажных работ потолок мы почистили алмазной чашкой при помощи болгарки и пылесоса. Так как эта работа грязная, ее лучше выполнять на самом начальном этапе, на стадии демонтажных работ. Алмазная чашка счищает цементное молоко и открываются поры. Цементное молоко бывает очень коварно. Может держаться, а может и не держаться. И штукатурка бывает отваливается с этим промежуточным слоем. В последнее время всегда стараюсь чистить плиты и монолитные конструкции алмазной чашкой. Дальше были работы по взведению перегородок и прокладке электрики. В ремонте квартиры работы переплетаются между собой. Перед тем, как поштукатурить потолок, нужно сначала возвести перегородки и сделать электрику. Теоретически потолок можно поштукатурить перед возведением перегородок, но все равно нужно сначала развести электрику, а электрику нельзя сделать без перегородок. Поэтому сначала возводятся перегородки, затем делается электрика, а потом уже штукатурим стены и потолок. Электропроводка на потолке будет заштукатурена, останутся только выходы на светильники. Следующий этап – это грунтовка. Для стен и потолка использую проверенную грунтовку глубокого проникновения Ceresit ST17 Pro. Самый идеальный способ нанесения на потолок – это метод распыления. Для лучшей визуализации грунтовка содержит желтый краситель. Наносить будем при помощи садового опрыскивателя. Для ускорения процесса грунтовка стен и потолка производится одновременно. После грунтовки сеткой армируем стык монолитной плиты и вент-канала. Для определения уровня потолка я использую лазерный нивелир и стойку, при помощи которой можно уровень поставить под самый потолок.
Нашел самую низкую и высокую точки. Для этого использовал обычную рулетку, ставил на потолок и смотрел, какое расстояние от потолка до луча. Максимальный слой в комнате 27 мм. Потолок нужно разметить под маяки. Для этого я использую красящую шнурку. Отбиваем линии. По этим линиям потом будут наноситься ляпики для установки маяков. Расстояние между маяками я делаю примерно метр. Эту работу удобно выполнять с помощником. Ну а если нет помощника, можно вкручивать саморез и цеплять за него шнурку. Маяки по уровню буду выставлять при помощи угольника. Для удобства определения уровня при помощи перфоратора закрутил в потолок дюбель-гвоздь. Ставлю на распорку нивелир. Дюбель-гвоздь можно регулировать по высоте, ниже или выше, до того момента, пока вы не найдете уровень по лазерному лучу. Угольник ставится на дюбель-гвоздь, выставленный по уровню, и на нем отмечается метка, по которой я буду выставлять маяки. Дюбель-гвоздь нужен как опора для угольника. Теперь можно выставлять маяки. Маяки выставляются по такому же принципу, как и для стяжки на полу. Угольником маяк вдавливается до нужной отметки по лазерному уровню. А в нашем случае наоборот, маяк поднимается до необходимой отметки по лазерному уровню. Ляпики наносятся на потолок по линии, которую мы отбивали шнуркой. Затем устанавливается маяк и при помощи угольника выставляется на необходимый уровень по лазерному лучу. Первый маяк установлен. Когда я устанавливал маяки на потолок, то подумал, что хорошо было бы использовать ходули. Мысли материализуются. На следующий рабочий день я их заказал. Это промышленные ходули Steels By. Цена у них небольшая, 320 белорусских рублей. Отзывы по ним хорошие. Перед использованием мне настоятельно посоветовали прочитать инструкцию, так как есть нюансы в настройке. Собрал все по инструкции, теперь можно испытывать. Поначалу страшновато, но пошел я сразу. Первые шаги. Это отвертку надо убрать. Ходули довольно-таки технологичные, можно подстроить под себя. Думаю, что многие виды работ наверху можно здорово ускорить. Маяки я уже подмазывал на ходулях.
В других комнатах маяки устанавливаются по точно такому же принципу. К этой работе я уже привлек своего помощника Никиту. Даже если человек особо не умеет ставить маяки, он может наносить ляпы, отмерять, нарезать и приклеивать маяки. Ну а я уже следом выставляю их по уровню. Маяки стоят. Теперь переходим к самому интересному. Как сделать так, чтобы толстый слой штукатурки не отвалился вам на голову. А в данном случае мне. У гипсовой штукатурки при нанесении на бетонное основание не образуются кристаллы, которые сращивают наносимый материал и основание. Гипсовая штукатурка держится на неровностях. Что я буду делать для образования этих самых неровностей на основании? Для подготовки основания под штукатурку я буду использовать оцинкованные подвесы, адгезионную добавку церезит CC81 и фибру. Значит, сейчас я на этой стене продемонстрирую, что я придумал. При помощи газомонтажного пистолета я пристреливаю полоски, нарезанные из подвеса, к потолку. Значит, потом эта бабочка отгибается. Штукатурка после высыхания связывается с так называемой металлической бабочкой, пристреленной к потолку, и дополнительно за нее держится. Латексная добавка церезит предназначена для создания адгезионных слоев и обрызга для бетонных и цементных растворов. В зависимости от целей, по таблице на упаковке смешивается с цементом, песком и водой в консистенции, которая вам необходима. При помощи этой добавки я сделаю шубу на монолитном основании потолка, за которую будет держаться гипсовая штукатурка. По консистенции она довольно-таки густая, как жидкая сметана. Закинул в ведро цемент, песок, воду и добавку. Перемешиваю при помощи шуруповерта с миксерной насадкой. По нанесению попробовал различные способы. Первый — это при помощи текстурного пистолета. Он мне не понравился, так как не создает большой рельеф. Также попробовал наносить щеткой и шпателем. В санузле на монолитной стене еще попробовал несколько вариантов. Самый эффективный способ, на мой взгляд, в моем случае, это обычная щетка или макловица. Вот что получается. Штукатурка будет держаться и за неровности, искусственно созданные, и за монолитные основания. На следующий день этот состав застывает в такую очень крепкую шубу. Вот если плиточный клей, он отковыривается, а вот эта вот шуба, она реально очень крепкая. Я думаю, что если такую штуку использовать, то проблем с слоением штукатурок вообще не будет. Начинаю пристреливать подвесы к потолку. Делаю это при помощи газомонтажного пистолета, так процесс идет быстро. Сначала начал работу на ходулях, но все время из-за неопытности боялся споткнуться от трубы на полу. Поэтому решил все-таки работать с помостьев. Потом на ходулях буду тренироваться. На 1 квадратный метр пристреливаю примерно 10 полосок. Еще хочу показать гвозди, которые я нашел. Эти гвозди для себя заказывает компания DLT Buy. Особенность их в том, что у них пулевидная форма. Они сделаны как пуля, дополнительно на теле гвоздя еще сделаны насечки.
Качество стали лучше, чем у стандартных гвоздей. Есть размер 16 мм. Стоят они абсолютно как обычные гвозди, размеры есть разные. Кто работает газомонтажными пистолетами, рекомендую, вам понравится. Помощник за мной сразу следом начинает наносить адгезионный состав. Что касается стоимости выстрела, то она дешевле, чем прикручивать это все дюбель гвоздями. Ну и конечно же трудозатраты меньше. Главное не забывать отгибать полоски. Первая комната готова. Пристрелены бабочки и нанесен адгезионный состав. В других комнатах все было сделано точно так же. Сначала я прошелся с пистолетом и пристрелил полоски. Затем мой помощник при помощи щетки нанес адгезионный состав. Штукатурку можно будет наносить после того, как эта шуба высохнет. В самом большом помещении я решил по периметру приклеить демпферную ленту. Это лента для профиля гипсокартона. Никогда не пробовал отделять штукатурку от стен, в этот раз решил попробовать. Мнения существуют разные, но, как говорится, пока сам не попробуешь, не поймешь. Лента приклеивается по периметру. В теории при линейных расширениях основания эта лента будет компенсировать нагрузку. После нанесения адгезионного слоя и пристреливания полосок еще раз грунтуем основание. Грунтовка ST17 не разбавленная. А теперь можно приступать к замесу и нанесению штукатурки. Для того, чтобы связать штукатурку между собой, я добавляю полипропиленовую фибру. На 30-килограммовый мешок штукатурки 30 грамм фибры. Сначала наливается вода, затем насыпается микрофибра. После этого фибру нужно размешать в воде. Засыпается несколько черпаков штукатурки для того, чтобы создать подушку на дне. Затем высыпается весь мешок. Штукатурка 2 раза перемешивается миксером. Вот, на мой взгляд, самый лучший инструмент для нанесения штукатурки на потолок. Гладилка, цокол, кельма и блистер, то есть большая гладилка. Инструмент грязный, потому что снимаю его в конце сделанных работ. Придется замачивать в лимонной кислоте. Начинаю наносить штукатурку на потолок. Обязательно делаю контактный слой. Разглаживаю штукатурку шпателем по основанию. Самое сложное в штукатурке потолка – это вертикальное нанесение материала наверх. С непривычки плечи и руки устают. После нанесения штукатурка разглаживается правилом по маякам. Процесс от стены особо ничем не отличается, только сложность в том, что штукатурку надо наносить наверх и стягивать наверху. Но есть одно преимущество – штукатурка не сползает и подрезка минимальная. Первая полоска готова. Дальше пойдет все как по маслу. Наношу штукатурку на вторую полоску и разглаживаю правилом.
Для ускорения процесса подключился помощник. Просто наносишь штукатурку на потолок. В любом случае получается быстрее, чем делать это одному. На штукатурку потолка одной комнаты, это примерно 14 квадратов, ушел один рабочий день. После первой комнаты я решил замотать пленкой по мосте и заклеить картоном. По той причине, что после первой комнаты я задолбался их отмывать от штукатурки. В любом случае, замотать пленкой по времени получается меньше, чем потом все отмывать. На этапе штукатурных работ по второй комнате закончилась штукатурка, и я купил новую. Решил попробовать на потолок вместо волмы Ротбанд. Работу производим аналогично, в 4 руки. На второй день уже вернулась сноровка, и процесс пошел быстрее, а самое главное легче. Так как штукатурка потолка бывает редко, то каждый раз нужно отрабатывать технологию заново. Штукатурку на потолке стягиваем и подрезаем, как и со стенами. Но я ее не замыливаю и не заглаживаю. Как по мне, то ее проще пошпатлевать. В процессе штукатурки после подрезки маяки достаются. Сразу мы их не замазываем, эту работу оставляем на потом. Затем все замазывается штукатуркой с запасом, как я показывал в своих роликах раньше. Штукатурка наносится с бугорком, потом, после того, как она схватится, подрезается шпателем или рубанком для штукатурки. В таком случае она не проседает и маяк замазывается за подлицо со слоем.
Единственное, что с этой лентой, так как она предназначена для профилей, остается на стене клей. Получается, что когда мы его обрезаем, на штукатурке остается клей, который нужно счищать. Ну, я вот счищаю грубой наждачкой. В следующий раз просто надо брать демпферную ленту обычную для стяжки, там 3 мм, и пристреливать степлером. А так, в принципе, идея хорошая. Очень хорошо формируется угол. Почему? Потому что лента мягкая. И тут по принципу стяжки, что если даже идет какое-то наслоение, оно потом шпателем легко сбивается. В принципе, с лентой мне понравилось больше, чем без ленты. Единственное, что я говорю, что вот лента для профилей, она приклеивается и оставляет такой вот след. Ну, это не беда, наждачка насчищается. Потолок готов. Все остальное доведется на стадии шпатлевки. Самое главное, что есть ровная плоскость по всей квартире. Посмотрите, какой угол получился с лентой. Результат мне понравился. Забегая наперед, скажу, что после того, как мы поштукатурили потолок, штукатурка высохла, я простучал все и нигде не нашел никакого отслоения. Ребята, в прошлом году у меня был интересный опыт наставничества в программе, которую организовывала компания «Все инструменты. Ремонт». В этом году запускаем второй сезон. Ищем 10 героев, 10 счастливчиков из разных городов России, которые хотят улучшить свои жилищные условия и сделать ремонт в одном из помещений. Помогать в этом буду я, конечно же, ценными советами, и Настя Борщ ТВ, а также базовый набор профессионального инструмента Bosch и поддержка всех вас, зрителей. Запиши видео о себе, о планах на предстоящий ремонт и оставь заявку на сайте vitv.ru до 20 марта. Ссылка будет в описании. Описание это там внизу, вот там вот под видео. Если ты уже отправил заявку, возможно, мы встретимся на проекте. Смета на материалы и работу. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч!